Так, привет. Итак, мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить такую презентацию о Google Аналитике. И мы попробуем сегодня создать отчет под себя для наших задач, связанных с сайтами, приложениями, все, что нам, в принципе, пригодится для улучшения деятельности. Итак, меня зовут Олег Островерх, я аналитик в HoloLab, работаю уже полгода. Немножечко проектов было осуществлено с самим HoloLab, связано с настройкой аналитики. Мы провели небольшую такую ревизию, то, что там происходит, и поднастроили себе, чтобы нам было удобно выполнять наши функции. И пару проектов было выполнено для клиентов, тоже связанных с настройкой аналитики, с подключением аналитики на новые проекты. И продолжаем работать в данном направлении. Сегодня о чем мы будем разговаривать? Сегодня мы поговорим о Google Аналитике 4. Начнем с введения вообще, что это такое, очень коротко. Коснемся того, как настроить, но не будем сильно углубляться, потому что это тоже отдельная история. На этом это можно сделать отдельной презентацией. Дальше мы рассмотрим основные разделы, что мы можем, в принципе, делать с Google Аналитикой. И из этих разделов мы коснемся только одного — стандартных отчетов, поднастроим их для себя. Основные разделы мы проговорим о них, но, я думаю, тоже можно было бы вполне сделать отдельный доклад, презентацию о других разделах. Они не менее полезные и обширные, и все мы так и не затронем в одном докладе. Попробуем на практике создать для себя отчет, его сохранить у себя, попробовать его настроить и, возможно, даже пользоваться в дальнейшем. Пообщаемся насчет рекомендаций, советов, у кого какие будут предложения, и, в принципе, коснемся того, что еще может дать нам Google Аналитика уже в самом конце, после всего этого. Итак, введение в Google Аналитику. Да? То есть, что такое Google Аналитика? По сути, как они себя сами позиционируют, это платформа для сбора данных сайтов, приложений, создания отчетов с информацией, полезного для бизнеса. Основная задача — это понимать путь клиента от самого начала, то есть от посещения сайта, приложения до его какой-то ценного действия, да, то есть покупки, загрузки, игры, что-нибудь, то, что ценно для нас. И помогает понять, то есть эта платформа помогает понять, как люди используют сайт, приложение, и принять меры по улучшению данного ресурса, да, то есть что мы можем сделать, да, то есть на основе поведения пользователей мы можем улучшать наши сайты, наши приложения и, естественно, для наших бизнес-задач. Начало работы. Естественно, Google Аналитику надо сначала подключить. У нас есть всего два способа подключить аналитику, точнее наш сайт к аналитике. Это с помощью Google Tag Manager или с помощью кода Google Аналитики в настроечках. То есть если мы используем, например, Google Tag Manager, то нам нужно создать новый тег. Раньше это была Google Аналитика конфигурация, Google Аналитика 4, то сейчас это тег конфигурации, просто он там под одну задачу, и подключая его, то есть туда надо будет в этот тег Google Tag Manager добавить идентификатор потока данных из Google Аналитики, из настроек, и он просто подключается и будет работать.
Второй способ — это через просто Google Аналитики в настройках, взяв часть кода, разместив его на всех страницах, которые нужно отслеживать на страницах сайта, и таким образом тоже подключается. Но, естественно, проще сделать это в Google Tag Manager, и в дальнейшем, в принципе, через Google Tag Manager проще добавлять новые события, новые действия, все, что нам нужно будет для аналитики, для анализа, включая сторонние какие-то приложения, то лучше делать через Google Tag Manager, как единый инструмент для анализа. После того, как мы добавили либо тег, либо добавили код на наш сайт, мы должны проверить подключение. И чтобы проверить подключение, самый простой способ, кроме тех в настройках более сложных, то мы можем зайти в отчет Real-Time и уже увидеть какое-то присутствие. То есть на данный момент, хотя бы как минимум, вы уже будете числиться как пользователь, который посетил сайт. И тут появится единичка, либо какое-то количество людей, которые на данный момент посещают сайт. Это и будет подтверждение того, что настройка прошла успешно. Также настроить можно и проверить можно в настройках аккаунта через debug мод, через другие способы. Но это будет самый простой. Опять же, если это не появилось, то стоит перепроверить, все ли правильно подключено. Что собирает Google Аналитика? Да? То есть все, что мы видим, привыкли, это вот определенный набор данных, который состоит из событий, данных о пользователях и данной конверсии. События — это действия, которые совершают пользователи, например, просматривают страницы, кликают по кнопкам, там совершают покупки или заполняют форму, либо отправляют эту форму. Любые действия, которые совершает пользователь на сайте, мы можем считать, подсчитывать, если он оставляет за собой след в виде клика, либо в виде какого-то движения, с взаимодействия с сайтом. Что такое данные о пользователях? Это данные, которые о пользователях, которые посещают сайт или приложение. Да? То есть это информация о пользователях, например, их местоположение, возраст, пол или интерес. Google собирает их через куки, не везде, не всегда. Раньше это было сделать проще, сейчас с усилением законов, законодательств данные эти уже становятся индивидуальными и подлежат защите, поэтому какой-то минимальный набор данных мы можем собирать о пользователях, но уже более глубокие будет сложнее, либо, наверное, с помощью других сервисов. Но не одобряем, потому что это где-то незаконно. Данные конверсии. То есть конверсии — это у нас действия, которые совершают пользователи, которые являются ценными, то есть действия, которые являются ценными для бизнеса. Например, покупка, регистрация, подписка. Мы можем как сами определить, какое из действий для нас является ценным. Его можно оценить стоимостно, да, то есть придать ему какую-то стоимость. И таким образом на основе этих конверсий дальнейшие действия Google будет расценивать, точнее, дальнейшие какие-то взаимодействия с Google будут нацелены на конверсии. Да? То есть если мы настраиваем Google рекламу, то она будет подстраиваться под те конверсии, которые мы определили. Да? То есть, например, покупка, нажатие на кнопки покупки, либо заполнение формы. И также Google реклама со своими рекламными там алгоритмами будет целиться именно в ту степень. Основные разделы Google Аналитики. Значит, после того, как мы подключились, мы видим с левой стороны в менюшечке определенные разделы. Home — это самый первоначальный раздел, там собраны данные, которые, то есть карточки отчетов, либо советы самого Google, что нужно делать, последние используемые отчеты, либо часто используемые отчеты, которые пользовались, либо нам интересны. Такой сборная информация всего. Дальше идет раздел
Reports. Он содержит набор стандартных отчетов. Вот мы как раз о них сегодня будем разговаривать, более подробно их настраивать под себя. Они состоят из категорий разных, монетизации, привлечения, жизненного цикла пользователя и событий и так далее. Мы там более подробно об этом посмотрим и обсудим. И еще один раздел — это Explore исследования, обширный раздел, интересный раздел. Именно о нем можно сделать еще один доклад, не менее интересный, и мне интересно, и, может быть, будет интересно под определенные задачи его настраивать. И я думаю, стоит уделить ему внимание в следующий раз. И я с удовольствием это сделаю, запишу и расскажу. И третий раздел — это advertising, реклама. Это связь с Google Ads. Он связывается с аккаунтом, то есть они взаимодействуют друг с другом. И в этом разделе мы видим события, которые происходят в рекламе. Да? То есть мы анализируем данные, поступающие из рекламного аккаунта. То есть мы это связываем с теми событиями, которые происходят на сайте. И вот в такое взаимодействие мы сможем увидеть в advertising. Если активно используется реклама, то вполне стоит использовать и этот раздел, не забывать о нем, не упускать из вида. Если сравнивать эти разделы, то Reports — это стандартные отчеты, то есть типа отчеты там стандартные, стандартизированные, которые предлагает сам Google. Функциональность в стандартных отчетах в разделе Reports можно фильтровать, сравнивать данные и сохранять и экспортировать для дальнейших каких-то преображений, использования в отчетах, либо в таблицах, сервисах и так далее. И нацелен этот раздел именно на анализ данных. Explore — это исследование, уже более глубокий анализ, отчеты там внутри пользовательские, то есть пользователь сам настраивает эти отчеты под себя, как он хочет это видеть. Огромное количество инструментов, визуализации, анализа. Создание, функциональность как раз создания визуальной части, сохранение, экспорт для дальнейшего использования. И тоже суть раздела именно в анализе данных. Advertising раздел — это отчеты рекламные, связанные с проведением рекламных кампаний. Функциональность отслеживания эффективности рекламных кампаний. То есть, как я и говорил, соединяются действия, проведенные на сайте, и рекламных кампаний, их взаимосвязь. И, по сути, таким образом мы сможем отследить эффективность рекламных кампаний. И собственно, и есть это суть назначения, анализ рекламных кампаний. Виды стандартных отчетов. Это то, что мы говорили. Reports. Здесь мы углубимся. Explore мы оставим на потом, и advertising мы оставим на потом. Что мы можем вытянуть из раздела Reports, из стандартных отчетов? В принципе, в этом разделе все отчеты, которые, весь этот список, который появляется при установке, это все либо детальные отчеты, detail reports, либо review reports, обзорные отчеты. Все, больше тут других отчетов нет. Значит, детальные отчеты предоставляют подробную информацию по конкретной тематике данных. Это может быть и количество проданных товаров, о сумме продаж, средний чек, средняя цена продажи товаров, которые продаются лучше всего, или каналы продаж, которые генерируют больше всего продаж, либо конверсии трафика. И это связано именно с данными, которые там собираются. А обзорные отчеты — это в виде сводной информации по интересующей теме, да, то есть если мы говорим только о продажах, мы собираем данные, обзорный отчет по всем продажам, все, что касается продаж. Если нас интересует трафик, то мы собираем обзорные отчеты по трафику, источники трафика, куда что приводит, и смотрим все, что касается трафика, в зависимости от задач. То есть, например, маркетологам будет интересно одно, специалистам по SEO будет интересно другое, и они под себя могут настроить те или иные задачи. Отчеты и обзорные отчеты. Что из себя представляет детальный отчет? Он показывает данные в виде таблиц и диаграмм, обеспечивает более подробную информацию в интересующей области, как мы и сказали. Да? То есть мы
по конкретным данным можем посмотреть. Все отчеты включают в себя 2 диаграммы всего лишь, ни больше, ни меньше. Меньше можно, да, то есть их можно будет отключить потом, то есть не больше 2 диаграмм. И не всегда вот в таком виде, то есть как представлено на скриншоте. И табличного раздела. Таблицу тоже можно редактировать, добавлять, убирать колонки, столбцы под себя, под свою задачу. То, что мы, в принципе, сделаем попозже. И вот пример подробного отчета можно найти в разделе, там, где нету overview, да, то есть в нашей иерархии отчета. Что у нас еще есть? У нас есть еще в виде стандартного отчета, это у нас overview report, обзорный отчет. Тоже можно его увидеть в иерархии отчетов. Он представляет из себя информацию, сводную информацию и в виде определенных карточек, которые объединены одной какой-то темой. Да? То есть если мы здесь видим в разделе Engagement, Overview, все, что касается вовлеченности по событиям, конверсиям, по страничкам. Вот этот обзорный отчет конкретно, он объединяет в себя вовлеченность, данные по вовлеченности. И, естественно, тут данные не очень урезанные, укороченные, просто вот первые 5 таких страничек, там 10 таких страничек там, или событий. И если нам этого достаточно, то мы каждый день заходим, просмотрели, все хорошо, ничего не упало, работаем дальше. Сравнивая эти 2 вида отчета, по объему информации в Detail Reports большее количество информации и Overview небольшое количество информации. Уровень детализации высокий уровень у Detail Reports, низкий уровень детализации у Overview. Функциональность. В Detail Reports можно фильтровать, сравнивать данные, фильтровать данные, сравнивать данные, сохранять и экспортировать для дальнейшего использования, да, в виде таблиц в разных форматах, PDF и так далее. И CSV, то есть для следующих задач можно где-то их использовать. Или overview, функциональность только для просмотра. То есть мы визуально оценили, посмотрели и пошли дальше. Сделали какой-то вывод для себя, работаем дальше. И назначение Detail Reports нужно для глубокого анализа данных, а Overview Reports для поверхностного анализа. Но даже Detail Reports со своим назначением глубокий анализ не сравнится с тем самым исследованием, Explorer отчетами, которые там можно, конечно, вертеть и крутить. То, из чего состоит этот Detail Reports, то есть как настраивается Detail Reports, детальный отчет, он настраивается с помощью определенных опций, тоже ограниченных, потому что он стандартный, да, то есть даже эти стандартные отчеты ограничены по функционалу, но и их можно использовать под себя, их настроить, чтобы вот пользоваться быстро, да, то есть можно так не углубляясь в изучение данных, как это в Explorer, то тут можно поднастроить немножко. Здесь мы видим опции данных, Dimensions and Metrics, возможность выбора из множества измерений и количественных данных, объединяя и разбивая данные для уточнения фокус-анализа. То есть мы здесь уточняем, какие данные мы будем рассматривать, какие измерения, чем мы будем измерять эти данные, и таким образом настраивать под себя. Следующая опция — это фильтр, да, то есть мы можем отфильтровать каким-то своим нужным параметрам, которые нам нужны под определенную задачу, отфильтровать и посмотреть то, что нам надо. В примере мы потом отфильтруем, посмотрим, как это работает, и сохраним для себя этот отчетик. Диаграммы и charts. Всего 2, как я и говорил. Одну из них две можно либо включить, либо выключить. Вот такой здесь функционал от этих диаграмм. Возможно, они тоже будут полезны. Reports Template — это шаблон отчета, который используется в этом отчете. Его можно отсоединить от отчета, вот как раз от стандартизированного шаблона, который Google предлагает использовать. В данном случае здесь прикреплен этот отчет, и если мы будем изменять шаблон, то все отчеты, которые были созданы на основе шаблона, будут изменяться в зависимости
вот наших первоначальных изменений. И, естественно, можно его отключить, связь с этим шаблоном, и дальше у нас просто сохранится тот отчет, который мы сохраняли, который мы делали, мы им пользуемся какое-то время. И summary cards — это диаграммы, которые из детального отчета можно будет переносить в обзорный отчет. То есть весь обзорный отчет, все обзорные отчеты состоят из каких-то карточек суммирующих, которые были сделаны в детальных отчетах. Вот. И здесь же мы можем увидеть, что даты при редактировании отчетов даты не меняются. То есть даты можно поменять только в самом начале, в разделе в начале раздела в Reports, и изменение дат применяется ко всем отчетам сразу, которые есть. То есть, можно сказать, выставление отчета для всего аккаунта, всех отчетов, которые там находятся. Но это касается раздела Reports. В Explorer можно выставлять дату как удобно. И здесь удобно при выставлении даты, удобно сравнивать диапазоны дат. Ну, собственно, как и всегда, это же Google. Можно, опять же, сравнить даты, и во всех отчетах таблица немножечко будет неудобна для чтения, но, возможно, иногда это пригодится, когда мы можем сравнивать два периода. Да? То есть мы можем сравнить один месяц с другим месяцем, это будет в отчете отображаться. Обзорный отчет, если мы решим его редактировать, то он состоит из максимум 16 карт. То есть каждая из этих карт тянется из какого-то отчета детального, и мы их можем сюда добавлять. Да? То есть мы там детальный отчет создали на основе него карточку, и в обзорный отчет добавим эту карточку. То есть максимум карточек 16 штучек. Опять же, он привязан к определенному шаблону, его можно изменить. Так, пробуем создать отчет. Создание отчета под себя. Первый вариант, как можно создать свой отчет. То есть, если мы говорим, что Google в своем разделе Reports предоставляет уже готовые отчеты, вот мы их можем изучить, посмотреть, какие они здесь есть, какие-то нужны, какие-то нет, какие-то нет в зависимости от задач. Да? То есть, если мы говорим про продажи товара, то если наш сайт не продает товар, то какие-то из этих отчетов не нужны. Можно пройтись по каждому, перешерстить, какие-то оставить, какие-то удалить. Тоже они не удаляются у нас совсем, то есть их можно повторить, воплотить, и они не так уж и сложные, чтобы их жалко было удалять. Вот. Так вот, первый вариант — это прямая настройка существующего отчета. То есть мы можем выбрать любой из этих отчетов готовых, нажать кнопочку «Редактировать» в правом верхнем углу и начать его редактировать под себя. Как уже я говорил, у Detail Reports детальных отчетов есть свой набор опций, которые мы можем редактировать. У Overview Reports свой набор. То есть принцип тот же самый. Мы выбираем любой из этих отчетов, нажимаем «Редактировать» и начинаем редактировать в зависимости от того отчета, который мы настраиваем. И сохраняем. То есть если нам отчет не нужен, то есть мы пытаемся сделать из него то, что нам нужно, сохраняем его просто изменяем его. Если мы хотим сделать новый отчет, сохранить старый, то мы сохраняем его как новый отчет. И там появляется у нас новый отчет. Второй вариант, более детальный, обширный, это создание через раздел Library, через библиотеку. Она появляется внизу в блоке меню. Вот с левой стороны мы видим пункт меню «Библиотека». И важный момент, что это меню появляется, если есть доступ, если есть права администратора, иначе нет возможности редактировать. То есть мы можем только... по-моему, даже нельзя редактировать и
обычным способом. То есть первым вариантом отредактировать отчет нельзя, если нет прав администратора. Если есть право администратора, появляется library, и можно создавать отчеты, их там сортировать левую часть меню, создавать коллекции, там отчеты, перемещать их и под себя создавать какую-то папочку для коллекции своих отчетов. Чтобы создать новый отчет, мы в разделе немножко про библиотеку. Эта библиотека, это является панель управления стандартными персональными отчетами. Здесь возможно редактировать существующие или создавать новые отчеты, классифицировать эти отчеты по темам. Если мы, как я говорил, создаем отчеты, касаются только, например, какой-то темы, мы создаем эту тему и под нее собираем здесь отчет. И здесь же можно их опубликовать, чтобы этим набором отчетов пользовались другие сотрудники, коллеги, которые тоже принимают в этом участие. И все это после публикации будет отображено. Из чего состоит библиотека? Это коллекции. С левой стороны мы видим иерархию, да, и в нем эта иерархия разделяется на первое — это коллекции, Business Objects, Custom Reports, мы когда создавали, Life Cycle, это все первые у нас коллекции. И они с этой стороны отображены в виде таких кубиков, да, то есть в таких разделах коллекции. Второе — это темы. Темы у нас... Если мы возьмем, например, Lifecycle как коллекцию, то тема у нас будет engagement тема, monetization и так далее. Custom Reports — это тоже, в принципе, Custom Reports — это у нас не тема, это у нас... Это у нас была коллекция, а тема у нас внутри коллекции темы. И третье — это у нас отчеты. Отчеты у нас уже идут дальше вниз, целый список отчетов, которые мы делали, и их можно распределять по темам, которые нас интересуют. Итак, чтобы создать новый отчет, мы нажимаем Create New Report и выбираем отчет, который нам нужно создать. Как настраивать? Создадим мы потом на практике. Практически все это пройдемся и создадим. Что касается коллекций. Коллекции мы тоже можем редактировать, добавлять, создавать новые на основе шаблонов, либо уже используя существующие коллекции. И создав существующую коллекцию, мы ее переименовываем, добавляем в нее темы, добавляем в нее отчеты. Из всех детальных отчетов или всех обзорных отчетов сохраняем и получаем определенную новую коллекцию. В данном случае мы создавали Custom Reports. Либо мы уже существующую коллекцию можем убрать, просто отменив ее публикацию. Если у нас есть новая коллекция, в настройках мы ее просто не публикуем, либо публикуем новую, которую только создали, и она появляется у нас в левой части, на левой панели, среди всех остальных отчетов. Посмотрим на практический пример. Попробуем создать отчет и немножечко поредактировать. Создадим мы для примера отчет, новый персональный отчет для топ самых посещаемых страниц сайта с органическим трафиком. Мы будем создавать, не редактируя какой-то уже существующий, а через библиотеку отчетов. Вот наши коллекции, вот наше левое меню, и мы начнем создавать Create New Report. Создадим новый детальный отчет. У нас есть те самые шаблоны, их тут достаточно много. Нам нужно шаблон
на основе страниц, потому что мы будем искать топ-страниц по органическому трафику. И вот перед нами появляется шаблон с определенными опциями. Да? Мы их видели ранее, что мы можем здесь редактировать, что нет. Так как у нас основа, то мы действительно ищем страницы, то первая опция данные у нас по дефолту стоит адрес страницы. Нас это устраивает, мы остаемся с этой опцией. Matrix мы можем в измерениях мы можем удалить какую-то часть, которая нам не пригодится, например, и добавить новые для себя, которые нам понадобятся. Ну, либо расширить информацию. Например, engagement rate и bounce rate. И нажимаем Apply. Таким образом, у нас появилась в нашей таблице столбцы engagement rate, bounce rate, вовлеченность, процент ухода с этих страниц. И нам для того, чтобы определить топ, в принципе, этого будет. Это нам поможет. Не то чтобы достаточно, но поможет. Дальше у нас идет фильтр. Так как у нас стоит задача сделать отчет, который сделает топ по органическому трафику, топ-страниц по органическому трафику, то мы и выбираем Dimensions, Session Default Channel Group. Соответствие полное и выбираем органический трафик. Сохраняем. И получаем такой фильтр. Дальше в таблице мы теперь видим данные, которые относятся именно к органическому трафику, так как мы применили к нему фильтр. Следующий раздел, опция по редактированию, это диаграммы. Одну из диаграмм мы, например, можем выключить, чтобы она нам не мешала, и пользоваться только одной диаграммой. Для примера оставим. Шаблон отчета мы не отключаем, оставим как есть. И summary карт мы можем создать одну карту, которая будет показывать соотношение вот так вот сделаем. Пользователи по страницам, да, то есть какие страницы, на каких страницах было больше всего пользователей. С фильтром добавим фильтр, который использовался в нашем отчете. И вот у нас есть теперь такая карточка, которую мы сможем использовать в overview, в обзорном отчете. Apply, сохраняем. Эту карточку мы запомним. И дальше мы сохраняем. Так как мы на основе шаблонов сохраняли, то нам надо будет его назвать как новый, не можем его пересоздать как старый. И напишем буковку C, как наш кастомный отчет. Если надо description, описание, мы сохраняем описание. В итоге у нас есть отчет. Сейчас это copy of pages, а мы переименовываем как top pages by organic traffic. Потом переименуем. Дальше. Мы сохранили. Мы можем... Так, это мы сохранили и идем дальше. Мы создадим сейчас раздел в библиотеке, чтобы наш отчет, который мы только что создали, отображался на боковой панели, на левой боковой панели. Как мы это сделаем? Мы создадим новую коллекцию на основе чистого бланка. Назовем его Custom 2, потому что это не есть. Create topic, назовем его как Top Pages, например, и сохраним. И теперь мы можем сюда, в нашу коллекцию кастомную,
добавить тот отчет, который мы сделали. Либо детальный отчет, либо overview, обзорный отчет. Делали отчет детальный, и вот он наш топ pages. Мы его сюда перекидываем. И сохраняем. Так, сохранили, возвращаемся. Теперь у нас появилась коллекция Custom, но она не опубликована, и она не появляется с левой стороны меню. Для этого нам надо опубликовать, и наш отчет появляется в разделе «Отчеты». Теперь мы можем он всегда, этот отчет будет у нас под руками. Точно так же мы можем сделать обзорный отчет, его точно так же публиковать, добавить и пользоваться ими прямо здесь, прямо под руками. Для примера мы можем создать еще один отчет, но немножко другим способом. Мы возьмем уже готовый отчет и попробуем его изменить. Мы возьмем в разделе Reports, в теме Engagement, раздел Page and Screens, отчет. И вот этот отчет мы изменим, чтобы сделать отчет, который бы отображал мобильный трафик на странице. Да? То есть мы будем смотреть, анализировать страницу по мобильному трафику. Даже если мы все оставим, мы вот нажимаем Customize Report, фильтр, фильтруем мы по девайс категории, Exactly Match, Mobile. Теперь мы видим страницы с мобильным трафиком. Теперь мы видим все страницы с мобильным трафиком и можем анализировать данные по этому направлению. Также нам надо сохранить, но чтобы мы не сохранили поверх, мы сохраним это как новый отчет и назовем его Pages. Это будет тоже наш кастомный отчет. И мы можем вернуться в нашу библиотеку. Где наш Reports? Library. Наш кастомная коллекция. И сюда добавить еще один наш отчет, который мы сделали, Page Mobile Traffic. Сохранить как существующий. Выходим. И мы видим, что в нашем отчете появился второй. В нашей коллекции появился второй отчет. Отчеты, которые могут быть полезны. Значит, их можно делать любые, да, те, которые могут понадобиться под разную задачу, под разного специалиста. Например, по поводу реферального трафика. Из каких, например, внешних сайтов мы получаем трафик. Это важные данные для стратегии построения ссылок. Помогает выявить области, где контент находит отклик. Не будем его сейчас строить, но мы предполагаем, да, мы можем попробовать либо сами это все настроить, чтобы не тратить время. Мы для себя сами поймем, что нам нужно, да, в зависимости от функционала, который мы выполняем. Если мне нужно одно анализировать, я себе сделаю такие отчеты. Что у нас еще есть? В заключение. В Google Аналитике 4 есть определенные ограничения.
либо минусы, да, то есть нельзя сказать, что он такой весь идеальный, и у него есть определенные минусы, он постоянно подвергается изменениям, то есть хотя он с 2020 года, вот это версия 4 как раз, до этого был универсал, аналитики Universal. Но он по сей день изменяется, добавляются новые какие-то изменения. И, опять же, если сейчас мы говорим про конверсии, есть метрика в виде конверсии, то сейчас это уже будет не конверсия, а key-event, да, то есть ключевое событие, чтобы не перемешиваться с Google Ads, да, то есть в Google Ads есть конверсии, это конкретное значение, это конкретный термин для рекламы Google, то чтобы не перемешиваться, у них одинаковое название, но значения разные в Google Analytics 4 и в Google Ads. Поэтому Google Analytics 4 их переименовали в Key Events. Вот сейчас либо в ближайшее время переименуют. Это немножко создает, ну как сказать, дискомфорт, потому что все привыкли, и все пользуются, привыкли к каким-то своим значениям, и они постоянно меняются. То же самое с интерфейсом. Интерфейс тоже меняется периодически, и то, что было известно, вот за последние полгода он тоже поменялся, добавил какие-то новые функции, новый визуал, и он бывает не очень удобно. Также есть недочеты, возможно, их тоже исправят скоро. Это такие, как перенос отчетов в виде шаблонов. То есть нельзя свой отчет сохранить в виде шаблона и перемещать между разными бизнес-аккаунтами. Да? То есть если ты разработал себе хороший отчет, вот он прям хорошо здесь работает, то в другом бизнес-аккаунте, если нужно анализировать, то уже их не пересечешь, надо создавать новый. Я думаю, на этом можно заканчивать. В следующий раз можно будет разобраться с то, что я бы хотел, это с Explorer, с разделом Explorer. Если мы здесь разбирались с разделом Reports, то раздел Explorer будет не менее интересным и познавательным. Поэтому, если есть вопросы, пишите, можно на почту писать. Обращайтесь за помощью, если нужно проанализировать что-то, если нужно настроить какие-либо отчеты, аккаунты, бизнес-аккаунты с клиентами у нас, для нас. Если вам нужно в задачах что-то делать, моя почта, буду рад ответить. Если есть какой-то вопрос, я еще чуть-чуть подожду. Так, на этом я буду заканчивать, если нет вопроса. Рад был рассказать. Надеюсь, было кому-то интересно. Будет интересно, если кто-то посмотрит потом. И жду ваших писем на почту. Спасибо.